Здравствуйте, дорогие любители вязания! Вяжем сегодня такую ажурную красотень. Посмотрите, с изнанки тоже смотрится очень хорошо, оригинально. Можно считать, что это двусторонний узор, красивый с обеих сторон. И узор это из книги японского дизайнера Хитоми Шида «250 японских узоров для вязания на спицах и большой коллекции дизайнов Хитоми Шида». Кратко мы ее называем 250 узоров. У Хитоми Шида есть еще книга 260 узоров для тех, кто не знает. И для тех, кто с нами первый раз, я говорю, что у нас очень много узоров связано из обеих этих книг. И эти узоры разделены отдельно по плейлистам. Заходите, смотрите, любуйтесь, выбирайте, вяжите. И мы постоянно пополняем наши коллекции, наши плейлисты. Давайте перейдем к узору. Вот как этот узор выглядит в книге. Довольно серенькая такая фотография. Как-то не очень выражен ажур, ну, не привлекала меня эта фотография, этот узор как-то меня не привлекал. А тут я смотрела, листала в очередной, в десятитысячный очередной раз книгу. Уже, кажется, наизусть все знаешь. Ну, а вот нет. Оказывается, вот смотрите, какая красота получается. Вживую-то смотрится гораздо лучше, чем на фотографии. Согласитесь. Давайте посмотрим на схему. Сразу говорю то, что я говорю всегда, когда мы вяжем по книгам Хитоми Шида, вообще по японским схемам. В японских схемах все условные обозначения показаны, как выглядят петли на лицевой стороне. Глядя на схему, можно себе визуально представить узор, как он будет выглядеть. Эти схемы удобны для вязания по кругу, потому что мы по кругу вяжем все время лицевыми рядами и вяжем по схеме. Намного легче по японским схемам вязать круговым вязанием. Но не всегда же мы вяжем по кругу, и поэтому при поворотном вязании уже есть нюансы, как вязать. Вот пустая клеточка показана, что это изнаночная петля на лицевой стороне, а когда мы поворачиваем работу и вяжем на изнаночной стороне, мы эту петлю, пустую клеточку, вяжем лицевой петлей. И то же самое, если на изнаночной стороне будет показана лицевая петля, мы будем вязать ее изнаночной петлей. Это основное, что нужно знать. Схема будет перед вами. Все вот эти вот непонятные для кого-то знаки мы будем с вами провязывать. Я буду это все показывать. Узор составляет 11 петель, раппорт узора, 11 петель в ширину и 32 ряда в высоту. А получается, что вот эти рельефные треугольники с ажуром мы вяжем в шахматном порядке и с разным наклоном. И получаем вот такую вот интересную красоту. Согласитесь, узор необычный, не избитый, вот так, не примелькавшийся. У меня здесь связано 4 раппорта в ширину и 2 раппорта в высоту. Мы с вами свяжем 1 раппорт в ширину и 1 раппорт в высоту. Набираем на спицы 13 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной делаем накид. Затем провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Делаем накид, 1 изнаночная. Далее лицевая скрещенная. Сразу хочу обратить ваше внимание, так как после набора петель у нас петли в первом ряду лежат так, как они лежат при классическом способе вязания, то лицевая петля простая вяжется вот так при классическом способе.
А лицевая скрещенная мы петлю вяжем за заднюю стенку. Петлю разворачиваем. Далее снова 1 изнаночная и лицевая скрещенная. 1 изнаночная, лицевая скрещенная. 1 изнаночная. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Я вяжу бабушкиными петлями, и в дальнейшем немножко петли я вяжу по-другому, не как в первом ряду. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора петли вяжутся по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными, накиды мы здесь вяжем изнаночными. Но так как у нас здесь лицевые скрещенные петли на лицевой стороне, мы в изнаночных рядах будем вязать их изнаночными скрещенными. Я сейчас с вами провяжу несколько изнаночных рядов, потом вы будете вязать их самостоятельно. Итак, вяжем по рисунку, только те петли, которые мы вязали в лицевом ряду лицевыми скрещенными, мы вяжем изнаночными скрещенными. Итак, второй изнаночный ряд. 1 изнаночная. Не забыли, что петли читаем наоборот, условное обозначение. 1 изнаночная, 1 лицевая. Далее по схеме, на схеме видите знак? И мы вязали в лицевом ряду лицевую скрещенную. Сейчас мы будем вязать изнаночную скрещенную. Простую изнаночную мы вяжем вот так. Я вяжу вот так. А изнаночную скрещенную подхватываю петлю сзади. И она тоже разворачивается. На лицевой стороне она провязалась лицевой скрещенной. Далее снова лицевая, изнаночная, скрещенная. Лицевая, изнаночная, скрещенная. Все, у нас было 3 изнаночных скрещенных в лицевом ряду. И далее петли по рисунку совсем. Лицевая, 3 изнаночных. В дальнейшем лицевые скрещенные петли хорошо будет видно, когда побольше провяжем. И уже можно не запутаться, когда на изнанке вяжешь. И можно посмотреть на лицевую сторону и увидеть, как провязать петлю. Третий лицевой ряд. 1 лицевая. Делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Делаем накид. Изнаночная, лицевая, скрещенная. Теперь я лицевую скрещенную, простую лицевую я вяжу вот так вот, бабушкину петлю, а лицевую скрещенную я петлю подхватываю сзади и вот так вот ее провязываю, разворачиваю. Изнаночная, лицевая, скрещенная. Изнаночная, лицевая, скрещенная. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Теперь у меня правильно лежит удобно изнаночная петля и неудобно лицевая. Я разворачиваю, чтобы петли лежали одинаково, и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это очень важно следить, чтобы петли одинаково лежали, чтобы они не были перекрученными там, где это не надо. 4-й изнаночный ряд провязываю вместе с вами. 1 изнаночная. Смотрим на схему. Изнаночная, скрещенная. Лицевая петля, изнаночная, скрещенная. Лицевая, изнаночная, скрещенная. Еще лицевая петля. И 4 изнаночных, простых изнаночных. Понятен принцип вязания изнаночных рядов? Вот они у нас лицевые скрещенные петли, их уже видно. Вяжем 5-й лицевой ряд. 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, изнаночная,
лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная петля. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Шестой изнаночный ряд давайте я еще раз вместе с вами провяжу. Простая изнаночная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая и 5 изнаночных. Я думаю, вам понятен принцип вязания изнаночных рядов. Все петли по рисунку и не забывать про изнаночные скрещенные. Все, дальше вы будете вязать их самостоятельно. 7 лицевой ряд. 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В 8 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку и не забываем про изнаночные скрещенные. 9 лицевой ряд, 4 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, изнаночная, лицевая, скрещенная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В 10 изнаночном ряду петли по рисунку. 11 лицевой ряд, 5 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, изнаночная, лицевая, скрещенная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, кромочная петля. В 12 ряду петли вяжем по рисунку. У нас 1 изнаночная скрещенная, вот она. 13 лицевой ряд, 6 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь нет у нас лицевых скрещенных, и в 13 ряду петли вяжем по рисунку. Так, я сказала в 13, в 14, конечно, ряду. 15 лицевой ряд, 7 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. У нас будут все петли изнаночные. Провязали половину раппорта в высоту. Симпатично получается, да? И сейчас мы будем вязать узор с наклоном в правую сторону. 17 лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, далее лицевая, скрещенная, разворачиваем петлю, снова 1 изнаночная, лицевая, скрещенная, еще раз 1 изнаночная, лицевая, скрещенная, 1 изнаночная. Затем делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, делаем накид. Провязали переход. В 18 изнаночном ряду петли вяжем точно так же по рисунку.
Ну, давайте вместе провяжем 18 ряд. 3 изнаночных, 1 лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, 1 лицевая и 1 простая изнаночная. Понятно, да? 19 лицевой ряд. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Вот у меня удобно лежит лицевая петля, неудобно изнаночная. Я ее сразу разворачиваю. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее лицевая скрещенная, изнаночная. 1 раз, лицевая скрещенная, изнаночная. 2 раз, лицевая скрещенная, изнаночная. 3 раз. Делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. 1 лицевая в конце ряда. В 20 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. И не забываем про изнаночные скрещенные. 21 лицевой ряд. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная, лицевая, скрещенная. Изнаночная, лицевая, скрещенная. Изнаночная петля. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 лицевых. В 22 ряду петли по рисунку, и у нас там 2 изнаночных. 2 изнаночных скрещенных. Я вам говорю сейчас. 23 лицевой ряд. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая скрещенная, изнаночная. Лицевая скрещенная, изнаночная. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевых. В 24 ряду петли по рисунку. 25 лицевой ряд. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная, лицевая, скрещенная. Изнаночная, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 4 лицевых. В 26 изнаночном ряду петли по рисунку. Не забываем про изнаночную скрещенную петлю. 27 лицевой ряд. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Лицевая скрещенная. Изнаночная петля. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид и 5 лицевых. В 28 ряду петли по рисунку, и у нас там 1 изнаночная скрещенная. 29 лицевой ряд. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 6 лицевых. В 30 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Здесь у нас нет уже скрещенных петель. 31 лицевой ряд. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 7 лицевых. В 32 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Здесь все петли вяжутся изнаночными, и это последний ряд раппорта. Вот что получилось
когда мы привязали один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. Вот такой ажурный, красивый зигзаг с рельефными треугольниками. И я бы сказала, даже не только с рельефными, а с разными треугольниками, с гладкими и рельефными. Красивые ажурные зигзаги. Согласитесь, что узор красивый, не избитый и несложный, что очень ценно. Ставьте лайки, если вы со мной согласны. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где вы есть в интернете. Приглашайте к нам своих друзей, делитесь нашими видео в соцсетях. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!